вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить потрясающий летний десерт. Это будет панна-котта. Это классический рецепт панна-котты, который я немного изменила. Мы будем готовить лавандовую панна-котту. Она невероятно вкусная. Первый раз я ее попробовала в горах Италии и до сих пор не могу забыть этого вкуса. Но если у вас нет лаванды или если вы ее не любите, можете использовать этот рецепт и добавить, допустим, ваниль, и это будет у вас классическая панна-котта. Поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Я буду использовать свежую лаванду, она у меня растет в саду, но также можно использовать и сушеную. Полный список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Для начала в сотейник налейте 500 мл жирных сливок. Жирность должна быть не менее 33-35%. Далее добавляем 50 грамм сахара. Наливаем в чашу холодную воду и добавляем туда 2 листа листового желатина, вот такие. Замачиваем его 15 минут для того, чтобы он набух. Нагреваем сливки, но не доводим их до кипения. Обязательно хорошо размешайте до полного растворения сахар. Далее добавляем 2 соцветия лаванды и оставляем ароматизироваться сливки на 30 минут. При этом сотейник убираем с плиты. Приготовьте емкости для панна-котты. 30 минут прошло, вынимаем соцветия лаванды. Точно таким же способом можно использовать стручок натуральной ванили для ароматизации. Теперь я вновь прогреваю немного сливки. Опять же не доводим до кипения. Далее добавляем набухший желатин. Обязательно очень хорошо отжимайте его от лишней воды. Хорошо перемешайте до полного растворения желатина. Далее разливаем панна-котту по формочкам. Если вы хотите сохранить края формочек чистыми, можете использовать воронку. Вот таким образом очень удобно заполнять формочки. Этого объема сливок хватает на 4 вот таких формочки. Далее оставляю остужаться при комнатной температуре. Далее каждую формочку накрываю пищевой пленкой, чтобы когда я уберу их в холодильник, они не пропитались никакими запахами. И убираю в холодильник до полного застывания, примерно на 6-12 часов. Также нам понадобятся летние ягоды. Я собрала это сегодня с утра в саду. Из вишни предварительно вытащила косточки. Можете использовать любые ягоды, которые вы любите. Далее в сотейник добавим 100 мл белого вина. Выбирайте, какой вам нравится. Добавляйте 1-2 ложки сахара. В зависимости от того, насколько у вас сладкие ягоды и насколько вы любите сладкое, размешивайте до полного растворения на среднем огне. После того, как сахар растворился, прогрейте вино 1-2 минуты, чтобы лишний алкоголь испарился. И далее добавляем ягоды. Наша задача прогреть ягоды в винном сиропе, чтобы они пропитались сладостью и ароматами вина. Я прогреваю ягоды на среднем огне, не доводя до кипения, 3-4 минуты.
Далее полностью охлаждаю ягоды и соус перед подачей. Я оставляла панакоту на ночь. Посмотрите, она у нас прекрасно застыла. Панакота хорошо сохраняет свою форму, но при этом внутри остается нежной. Такую панакоту уже можно кушать. Но я вам предлагаю дополнить ее ароматными летними ягодами в винном соусе. Соус уже полностью остыл, и оформляем нашу панакоту. Также я решила добавить несколько свежих ягод, чтобы они придавали дополнительные яркие оттенки вкуса. Конечно, для украшения я также добавлю цветы лаванды. И несколько листочков лимонного тимьяна. Травы и фрукты используйте по вашему желанию. Экспериментируйте со вкусами, это всегда очень интересно. Вот такая потрясающе красивая и очень вкусная получилась у нас лавандовая панакота. Приятного вам аппетита и, как всегда, до новых встреч, друзья!